Война. День 150. Ситуация на фронтах. Вчера между Турцией, Россией, Украиной и ООН были достигнуты соглашения касательно вывоза украинского зерна морским путем с портов Одессы. Сегодня, видимо, чтобы напомнить, что соглашение с Россией ничего не стоит, Россия нанесла ракетный удар по тому самому порту в Одессе, с которого должны были вывозить зерно. 2 ракеты попали непосредственно в зерновой терминал. Восток. Российские войска продолжают атаковать с севера, постепенно оттесняя украинских защитников от границы. Обстрелы города и пригородов не прекращаются. Сегодня был обстрелян центр Харькова. Южнее, в районе Изюма, активизировались бои на западном фланге российского выступа в направлении Большой Камышевахи. Также бои продолжаются за долину Краснополье и Богородичное. Краматорск и Бахмут подвергаются обстрелам. Белогоровка и Григорьевка остаются спорными и переходят из рук в руки. В целом, бои на этом направлении не столь интенсивны. Это связано как с уничтожением складов боеприпасов, так и с отсутствием должного количества войск у России для большого наступления. Наемники Вагнера продолжают атаковать украинские позиции в Углегорской ТЭС. В Донецке и Макеевке поражены очередные склады боеприпасов. На южном фланге идут обстрелы вдоль линии фронта, но о продвижениях неизвестно. Юг. Тут продолжаются наиболее активные бои, причем инициатива сейчас у ЗСУ. Похоже, Херсон для россиян может превратиться из полуострова с длинным логистическим плечом через Новую Каховку в остров. Мост через Ингулец тоже начал разрушаться вследствие обстрелов. Без этих 2 мостов Херсон для россиян будет окружен водой со всех сторон, что значительно усложнит поставки оружия и припасов туда. Продолжают поступать сообщения о окружении российских войск в Высокополье, и мол их там чуть ли не 2000, что точно не так. Количество российских войск там значительно меньше. Известно, что село удерживает 1 батальонно-тактическая группа 11-й десантно-штурмовой бригады, а также части 205-й отдельно мотострелковой бригады. Суммарно до 1000 человек. Полноценного окружения там пока тоже нет. Да, коридор, соединяющий их с остальными частями, довольно узкий и простреливается, но все же пройти там можно. Ожесточенные бои с сильными артиллерийскими обстрелами с обеих сторон идут вдоль всей линии фронта, но пока о продвижениях неизвестно. Россияне продолжают обстреливать Никополь с противоположного берега Днепра. Никакой военной цели в этом нет, это просто террор мирного населения. Спасибо за просмотр, не забывайте поддерживать лайками, комментариями, подпиской и колокольчиком.